Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. События до конца марта. Давайте узнаем, что идет в вашу жизнь. Ну, что и уйдет, может быть, пытается завершиться. Каковы эти самые события, что произойдет, что скоро случится в вашей жизни. И карты пасьянса нам именно о событиях расскажут. Конечно, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла тоже. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Вот, наверное, как эти карты. Никогда не знаю, что выпадет. Но, тем не менее, давайте рассмотрим. Какие-то подсказки вы получите. И я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Так что же скоро случится? Совсем не так уж и много времени осталось до конца марта. Каковы эти, может быть, главные события в вашей жизни? Ух ты, солнышко! Я должна сказать, что для всех после 20 марта, когда Солнце окажется в знаке Овен, это как время ясности. Может быть, некоторые вопросы для вас и сами по себе прояснятся. Возможно, это будет связано с разными совершенно сферами жизни. У кого-то дома будет касаться, у кого-то работы, у кого-то и личной жизни. Мы на картах Таро разложим поподробнее. Но Солнце, и вот это какая-то траектория, может быть, после 20 марта, которая будет длиться до конца года. Я могу предположить, потому что, ну вот, планетарные транзиты. Кому интересно, перейдите на мой сайт, ссылки в описании под видео, и вы найдете там что почитать, поверьте, и для себя какие-то подсказки получите. Мы же пойдем дальше, не будем долго останавливаться. Так, что скоро случится? Что идет в вашу жизнь? Какие это события? С чем связаны? Вот Солнце выпало, пока карты не говорят. Я не вижу пока совпадений, но идем дальше. Что же тут для тельцов? Неожиданное известие, будьте к этому готовы. Колокол. Это то, что мы не предполагали. Это то, что мы, ну, где-то, это может быть связано чаще всего, ведь колокол, да, это что-то внешнее. Это могут происходить, к примеру, перемены в жизни людей, с кем вы общаетесь. Или, может быть, даже это не такое глобальное ваше общение, а перемены на работе. Допустим, вы услышали, начальник меняется, руководитель меняется, коллега увольняется, а для вас открывается вакансия, да? Тут с чем угодно. Или как какая-то новость, которая сорока на хвосте принесла. Но вот ведь в чем тут вопрос. Смотрите, у вас выпадает сердце. Поэтому по части личной жизни я тут вижу, может быть, по крайней мере. Может быть, это и разрозненное значение. Колокол сам по себе. Сердце – это личная жизнь. Тут кто-то добивается, как будто может, вашего сердца. Или пусть это будут те люди, которых вы знаете, с кем вы, может быть, контактировали, для кого-то из вас. Это может быть даже, знаете что? Вот смотрите, сердце. И у нас выпадает, мы можем соединить, а в нашем пасьянсе мы можем соединять. Нож, да, по горизонтали, по вертикали, то, что расположено в крайних рядах. И вот когда нож с сердцем, иногда это израненное сердце. И вот здесь вот колокол, вы можете именно с колоколом. Вот у кого была история, ну не самая приятная, или та история, которая вас как раз ранила очень сильно, то я допускаю, что вы можете узнать что-то об этом человеке, такое, ну, как невероятное, неожиданное, какая-то внезапная новость может быть именно от той персоны, от которой вы ничего хорошего не ждете. Я допускаю это, мои дорогие тельцы. Но, тем не менее, есть и те люди, которые надежны, потому что узел – это важная связь, важные какие-то контакты. Но вполне вероятно, вот такое сочетание с Солнцем. Хочется сказать, что для вас, знаете, вот как оставить прошлое в прошлом. На что-то махнуть рукой. Махнуть рукой на какие-то разочарования. Или на проявление некоторых персонажей. Мы ведь их не будем воспитывать. Мы своих детей только можем воспитывать, и то в таком раннем возрасте достаточно. Взрослых ты уже не воспитаешь. Я думаю, люди семейные со мной согласятся. Но, значит, это какая-то, знаете, меняется конфигурация не только планет, а конфигурация вашей жизни. Что-то тут складывается для вас к добру. Вот так и хочется сказать. Смотрим, что у нас еще совпало. Немного совпадений. Вот так это Солнце, оно как
важная кульминация, поэтому до конца марта я могу сказать, что-то у вас явно прояснится, потому что вообще это ведь карта или значение ясности, но одновременно и выбор правильного направления. Поэтому вы на что-то махнете рукой и скажете «нет» и «не надо». Мне это уже не интересно, но вы сами можете для себя какие-то очень важные вехи наметить, по которым будете двигаться дальше. Давайте пойдем дальше, действительно. Что же будет дальше, узнаем с вами. И первая наша карта, так что уйдет? Или что уже завершается, мои дорогие тельцы, в вашей жизни? Может быть, вы пока и не видите. А что придет взамен? Если что уйдет, то что придет взамен? И достанем еще одну карту, положу ее вот сюда. Что внезапно, что неожиданно, что как тайна или что вас удивит? Можно было бы, конечно, вот это немножко издвинуть. Давайте так. И по основным сферам жизни до конца марта что ждет? Сфера любви, взаимоотношений в целом, может быть и так, или личная жизнь у кого-то. Что ждет? По части 2 карты достала, ладно, пусть будет так. Что вас ждет в работе, в делах, в документах, у кого-то учеба? И что ждет в финансах? Давайте узнаем. Какова палитра событий до конца марта? Итак, что же уйдет, что пытается уйти? Какие-то неожиданности. Неожиданности со стороны проявления человека. Рыцарь жезлов – это какая-то динамика, скорость. Может быть, это то, когда, знаете, вы сталкивались долгое время с теми людьми, которые говорят одно, а делают другое. Или быстро меняют настроение свое и действия в зависимости от настроения. Вот что уйдет? Какая-то конфронтация уходит. Пусть идет, правда, мои дорогие тельцы? 5 мечей. Здесь я, конечно, могу допустить, что вот то, что я говорила по пасьянсу, тот человек, вот опять же, да, с кем были конфликты, в отношении которого вы не испытываете никаких иллюзий. Какой-то дежавю. Может быть, он к вам и придет. Он может прийти с каким-то разговором. Или, знаете, так, как будто, между прочим, может в вашей жизни появиться вновь, но вы уже как будто стреляный воробей, так и хочется сказать. Потому что по 9 жезлов мы понимаем, я сделал все, что мог. Все. Я теперь как будто не реагирую. Не реагирую именно на желание кого-то меня зацепить или чем-то заинтересовать. Как будто купить на какую-то эмоцию или на какой-то импульс. Нет, вот абсолютно. Вы настолько спокойные, прагматичные. Вторая половина или до конца марта. Что же придет взамен? Учеба для кого-то придет взамен. Может быть, вы будете осваивать какие-то новые сервисы. Кто-то учить языки. Что придет взамен? Может быть, это у кого-то из вас конкретно вам нужно будет получить какой-то документ, вот, кстати, и вы можете обдумывать, искать варианты, каким образом подступиться к решению этого вопроса. С учетом карты Королева Кубков это будет все равно какая-то личная история. И я, кстати, не исключаю, что для кого-то из вас, мои дорогие тельцы, придется делать сложный выбор. Здесь может быть такая конфигурация, когда, и где-то планетарно, я уже подробно не останавливаюсь, у вас могла сложиться такая история, пусть это не для всех, но кому-то важно услышать, что вдруг зненацку появляется еще раз какой-то человек, с которым вам уже вообще, в принципе, траектория понятна, что от него ждать тоже понятно. Явно были какие-то минусы, но абсолютно никаких розовых очков. Вообще где-то есть и разочарование. Но, может быть, вы в силу вынужденных событий или обстоятельств вы именно идете с ним на контакт. Может быть, вы зависите, материально зависите, по работе зависите. Может быть, какие-то и в личной жизни вопросы, они вас, тем не менее, объединяют. Так вот, такая персона может появиться. И тем не менее, значит, есть какой-то момент, который вас будет связывать. Вот тут внимание. Как будто все-таки фортуна. Почему я стала говорить именно такой вариант, как один, может быть, из 1000? Вы не можете отказаться. Потому что вы понимаете, что, тем не менее, эти отношения я продолжаю. Не потому, что вас кто-то на эмоциях зацепил, как прежде, а потому что вы в этом видите выгоду. Есть ваш интерес. Вы, может быть, себе даете слово, что я теперь вообще... Не, мне не важно, я не хочу быть больше интересной.
Лучше я буду заинтересованной. Лучше я так прагматично. Ну, или мужчины перекладывайте на себя. Но может сложиться именно такая ситуация. По крайней мере, будьте к этому готовы. У кого-то именно это будет связано, может быть, с оформлением документов или какой-то важной бумаги. Или, может быть, это будет дома даже касаться вашей семьи. Вот тут вот какая-то есть такая конфигурация или личных отношений. Как будто, да, сделал все, что мог, но вот есть что-то, что абсолютно не про эмоции, а скорее всего будет касаться того, как ваш интерес такой прагматичный, и вы будете просчитывать что-то. Вот будьте к этому готовы. Что же внезапно, неожиданно, как какая-то тайна, а ведь правда, все то, что я сказала по рыцарю Пентаклей, и я не исключаю, что это то, что вам уже хорошо знакомо, оно, тем не менее, будет продолжено. И, может быть, вот по части у кого-то отношений. Вам, правда, посмотрите, два рыцаря, как будто действовать активно придется. В отношении вас тут какие-то действия тоже могут быть. Иногда мы узнаем абсолютно точно какую-то правду, и нам как будто в ответку нужно что-то сделать. Или, принять во внимание, кто-то может услышать, что поменялся закон, или поменялись какие-то правила регулировки, и вам теперь тоже словно придется менять свои некоторые траектории, пересматривать планы. Вот выбор, вот он и получается. Вам будет сделать что-то очень сложно. Делайте выбор душой, но ни в коем случае душой и одновременно что-то просчитывая. Две карты, по сути дела, мечевых, а мечевые – это всегда интеллект. И ни в коем случае, может быть, и будет кто-то пытаться вас заново купить на эмоции. Поэтому решайте все на берегу, договаривайтесь. Сразу проясняйте, не оставляйте что-то недосказанное, потому что будут те персоны, которые вас именно будут пытаться зацепить. Может быть, поэтому солнце вам и выпадает, что какой-то непростой выбор у вас будет, в котором вы уже имеете опыт. И вам как будто вот ту прежнюю, может быть, ситуацию нужно переложить как на правильный ход, на правильные рельсы, чтобы это приносило вам кому-то прибыль, кому-то удовлетворение, кому-то, может быть, способствовало в оформлении документов, работы, тут у кого что. Потому что до бесконечности, вот посмотрите, достаточно мелкие карты за исключением колеса фортуны. Что-то может выглядеть как незначительное, но это как раз может быть какое-то солнце, как его величество. Счастливый случай, счастливый билет или шанс. Что ждет тельцов до конца марта в любви, в личной жизни, взаимоотношения? Вот так странно вообще, мои дорогие. Тут кто-то может даже к вам, да, с какими-то чувствами. Нет, тельцы, никаких чувств. Вообще никаких. Вот странно. По пажу мечей мы тут меняем, вот как раз, кстати, направление. Это словно, вот обратите внимание, это, кстати, колода Чиро Маркетти. Он прорисовал, я надеюсь, это видно, молодого человека, очень решительный. Причем так упрямо смотрит. Ну, в хорошем смысле упрямства, когда нам нужно... Что такое упрямство? Это не то, вот будет так, вот как я решил. Упрямство хорошее – это как настойчивость. Значит, есть какая-то конфигурация через взаимоотношения, может быть, и новости где-то, да, которые, не совсем идут в том ключе, как хотелось бы, ожидалось. А тем не менее, вам что-то помогает. И если мы шли как будто по одной тропинке, здесь мы останавливаемся на полдороги и как будто говорим: нет, пора сворачивать. Вот что-то такое у вас по взаимоотношениям. И я допускаю, что для кого-то сведения от ваших детей, может быть и так. Фантастика. Ничто не происходит до конца марта просто случайно. Его Величество случай. И шанс может начинаться вовсе не так, как мы это ждем. Или себе в каком-то графике прописали. Тут именно может что-то начинаться, как вам это не нравится. Вы с этим не согласны. Или что-то вас, как досада какая-то, да, или пусть это будет известие. А этим надо воспользоваться. В этом ваша фортуна и счастливые перемены. Ваш успех. У кого-то в работе. Ведь это карта успеха. Но ведь буквально скорости две карты. Раз. А это еще конкретно карта, которая говорит о дорогах. Точно. Тут какая-то встреча может быть важная и важный разговор.
Для кого-то это может проиграться, если в целом взаимоотношения даже по работе, как предложение по работе. Или когда вы, ну, может быть, и вынуждены вернуться к тому, что вы уже умеете делать хорошо, но в другом качестве, мои дорогие. Вот есть тот момент такой пересмотра, может быть, взаимоотношений с коллегами, с какими-то руководителями, может быть, и прежними. Но пусть это будет не напрямую, но тут ни разу не про любовь. Хотя шестерка кубков– это те люди, которые уже были в нашей жизни, может быть, и есть, которых мы, по сути дела, знаем. Но у кого-то именно перемены вот из вашего окружения, которые, ну, как знаете, перемены в жизни человека, и каким-то образом это оказывает влияние на вас. Но точно так же это может быть какой-то дежавю. А для вас все равно есть элемент в этом успеха. Ваши достижения что ждет? А у нас тут две карты. Маг. Может быть, у кого-то иногда я говорю, ведь это Меркурий. Меркурий часто, пусть не в этой колоде, но в принципе в одном верхнем углу в левом обычно у нас изображение Меркурия, в правом верхнем либо это Дева, либо близнецы, мои дорогие. Может быть, это у кого-то именно через достижение, как по работе какая-то конфигурация складывается. Но я могу также допустить, что это будет связано именно с людьми. С людьми, и вот то, что я сейчас говорила, какое-то взаимодействие, его величество, шанс, который вам дается, и непонятно, что с этим делать. И одновременно карта паузы выпадает. Ну как это для вас проиграется? Кто-то может к вам вернуться с новыми предложениями в старом формате, мои дорогие, но возвращение это по судьбе. Кто-то будет действительно, будьте к этому готовы, пытаться манипулировать, все-таки карта мага. Мы говорим, да, серый кардинал. Но и будьте сами такими же. У вас как будто очень важные вехи сейчас. Вот до конца марта вам нужно с чем-то определиться. И как будто ни шагу назад от того плана, который вы для себя продумали. А вот мелкие планы нужно корректировать. Маг– великий практик. И вот то, что вы, где-то не ожидая, не участвуя в какой-то путанице, а именно ваш какой-то план, который вам придется как будто, ну, может быть, воссоздать или несколько скорректировать в какую-то единую цель, вам придется действовать. Вам это как по судьбе, ведь часто это карта кармы. Как будто невозможно отказаться. А как действовать, мне хочется спросить. Пусть карты дадут совет. Ну точно, в этом ваше солнце. Ну вот обдумайте все то, что я уже говорила, потому что начинается, вот там много мелких карт опять же. Как вот какая-то белиберда или что-то такое незначительное. А на самом деле из какого-то пустяка складываются очень важные события в вашей жизни. Что ждет в финансах? Финансы, мои дорогие. Рост финансов, рост дохода. У кого-то именно через финансы тут и достижения. Это может быть, знаете, как рост вашей популярности, рост вашей экспертности, возможности, в принципе, когда больше заработать деньги. Для кого-то из вас выравнивается в целом финансовое становище, так и хочется сказать, финансовое, ну, вот то, что есть сейчас в реальности, какая-то конфигурация меняется, понимаете, именно в лучшую сторону. А начинаться может криво, вот правда, как-то малозначимо или как-то так серо. Но для кого-то из вас это может быть и именно вот как этот колокол, который выпадал, да, не было бы счастья, да несчастье помогло. А может быть, я допускаю, что как и по работе, или может быть это связано с конкретным человеком, когда понял, кого потерял. Вот, да, вот есть такая фраза, ну, звучит смешно, но смысл зато понятен. Могло дойти, допустим, до руководства, что вы были очень надежным сотрудником, и почему нет? Может быть, вам будет что-то предложено, да? Может быть, и вы сами будете более настойчивы, ухватите какую-то фортуну, если видите, допустим, вы хотели занять должность, а человек увольняется именно, вакансия будет для вас. И значит, здесь придется, может быть, и действовать так умело, как маг, да, так может быть и исподволь, может быть и по-хитрому. Но для вас этот шанс как будто нужно ухватить. Вот что-то нужно именно ухватить. Чего-то не упустить, мои дорогие тельцы, потому что сама фортуна
запускает механизм перемен, мои дорогие, которые ведут к Солнцу. И ваши энергии, какие бы ни были вокруг, маги, скажем так, или те люди, которые умеют правильно строить общение, умеют где-то и манипулировать, но и вы сами тоже в таких энергиях. И стало быть, что-то у вас может сложиться в красивый сюжет. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, а я благодарю вас за вашу помощь, поддержку, за ваши добрые душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео и читаете мои публикации. Оставайтесь со мной. И все ссылки, как и на телеграм-канал, так и на мой сайт, я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.